Всем привет, друзья! В этом видео я буду рассказывать вам, как заменить SSD-шник на вашем Steam Deck. Максимально подробно и без лишней воды. В начале, потому как заменить SSD дело простое, расплюнуть можно сказать, а вот накатить систему обратно... наливные помидоры. Это целая проблема, как оказалось. Ну, по крайней мере, в моем случае. Поэтому в этом видео вы получите инфу не только как заменить SSD-накопитель, но еще и небольшую историю о многих проблемах и подводных камнях. Разных заковырочках, так сказать, с которыми вы можете столкнуться. Покупал я Steam Deck на AliExpress, минимальную версию 64 гигабайта за адекватные деньги. Заменил штатный накопитель на SSD от Western Digital SM530 на 1 терабайт. Нафига мне столько, честно, сам не знаю. Полный обзор, мое задротское мнение и советы вы обязательно увидите на этом канале. Так что не забывайте подписаться, а теперь переходим к замене SSD-шника. В самом начале лучше всего сразу создать загрузочную флешку с операционной системой, ведь нам придется переустанавливать ее заново после замены SSD-диска. Итак, делаем мы это по следующей схеме. Вставляем нашу флешку в компьютер. Заходим на сайт Steam, чтобы скачать операционную систему. Оставлю ссылку в описании. Нажмете «Скачать» и браузер начнет скачивать архив. Далее заходим на сайт Rufus и скачиваем эту программу. Она нужна для того, чтобы загрузить операционку на нашу флешку. Это будет вторая ссылка в описании. Следующим шагом мы достаем из архива файл и кладем в удобное для вас место. Затем запускаем программу Rufus. Наконец, в самой программе выбираем нашу флешку, а затем файл с системой из архива. Нажимаем «Старт» и «Ок», чтобы подтвердить загрузку. На этом все. Останется дождаться окончания загрузки, закрыть программу и вынуть флешку. Ничего сложного, правда? Ага, это вы еще не видели, что будет дальше. Но пока все будет идти хорошо, так как далее мы начинаем менять сам SSD, и тут ничего сложного не ожидается. Накопитель меняется довольно легко. Даже если вы не особо шарите в технике, заменить его своими руками вам не составит особого труда. Первым делом обязательно выключаем ваш Steam Deck, чтобы ничего не взорвалось к чертовой матери во время замены. Я рекомендую положить вашу деку в чехол, который идет в комплекте. Именно в нем нам будет легче всего его разобрать. Чтобы снять заднюю крышку, необходимо открутить 8 винтиков. Все они находятся исключительно на задней стороне. 4 глубоких по краям и еще 4 в самом центре. Откручиваем все винты по порядку и убираем куда-нибудь, чтобы не потерять их. И лучше всего немного разграничив, чтобы не перепутать. Дальше очень важно вынуть microSD карту, если она установлена в вашей приставке. Если это не сделать, вы можете сломать ее, когда будете снимать крышку. У меня ее нет, поэтому я пропускаю этот пункт и начинаю сразу снимать крышку. Крышка держится на пазах, поэтому чтобы снять ее, нужно подковырнуть по всему периметру корпуса. Лучше всего для этого использовать специальный инструмент. Но у меня такого нет, поэтому я использую пластиковые карты для этих целей. Очень даже годный лайфхак. Главное, аккуратно проходите по всему периметру корпуса, чтобы не повредить его. И уж точно лучше не используйте ничего металлического. После того, как снимете заднюю крышку, уберите ее куда-нибудь в бок, чтобы не мешалось. Поздравляю, вы дошли до внутренностей дека. Выглядит очень солидно. Должен сказать, Valve действительно постаралась над этой штуковиной. Дальше, чтобы добраться до накопителя, нужно снять металлический радиатор, который держится на 3 винтах. Один из них закрыт наклейкой фольгой. Аккуратно, не до конца отклейте фольгу, как показано на видео. Открутите все 3 винтика, уберите их в бок и снимите эту крышку. Вот он наш старый накопитель на 64 гигабайта. Прежде чем снимать его, нужно обязательно вынуть шлейф питания аккумулятора. Вынимается он легко ногтями или пластиковой картой. Главное, опять же, не используйте ничего металлического. Также я порекомендовал бы вам понажимать на кнопку включения, чтобы точно выпустить весь оставшийся в деке заряд. Теперь наконец
Наконец откручиваем винт у накопителя и аккуратно достаем его. Также аккуратно надо стянуть с него защитный рукав. Он понадобится для нового SSD. Штатный и новый накопитель немного отличаются друг от друга прорезью, но это не играет никакого значения, не переживайте. Далее нужно натянуть рукав на новый SSD. Просто вставляем его и аккуратно проталкиваем внутрь. На самом деле такой способ намного удобнее, чем переклеивать его. После этого устанавливаем накопитель и закручиваем его винтом. Не забудьте подключить шлейф питания от аккумулятора, иначе ничего не включится. Устанавливаем обратно крышку радиатора, закрутив все 3 винтика. И не забываем обратно приклеить фольгу. Обратно задняя крышка устанавливается намного проще, чем снималась. Прикладываем ее и начинаем защелкивать по периметру. Ну и понятное дело, затем прикручиваем все 8 винтов к крышке обратно. На этом замена SSD накопителя закончена. На самом деле все очень легко и понятно. Как вы сами видели, справиться сможет каждый. После того, как все собрал обратно, я вставляю флешку в Steam Deck через переходник Type-C. Зажимаю кнопку включения и кнопку минус, чтобы попасть в BIOS. И вот тут, друзья, начинается главная веселуха. Дек пищит, но тупо не включается. Сказать, что моя жопка в этот момент вспотела, это не сказать ничего. Я пробую включить его снова и снова и снова, но, как вы понимаете, ничего не происходит. Следующим своим действием я пытаюсь подключить к нему зарядку, чтобы попробовать включить. И в этот раз у меня все получается. Я попадаю в BIOS и пытаюсь найти свою загрузочную флешку. Но ее нигде нет, и я пытаюсь вытащить и вставить ее еще раз, и еще раз. Но, как вы уже поняли, все бесполезно. Дек ни в какую не видит флешку, что бы я ни делал. Конечно, я уже расстроился и начал проклинать всех богов. Но сдаваться не вариант, поэтому я взял другую флешку, другой переходник на Type-C, загрузил таким же способом операционку через Rufus, не меняя стандартные настройки. Это важно, потому что проблема была не в этом. И в этот раз у меня получилось. В загрузчике появилась флешка, и я спокойно выбрал ее. С этого момента началась установка. Не буду врать, я уже расслабился и думал, что на этом все, больше никаких проблем не будет. Но нет, жизнь поржала надо мной и отвесила смачную оплеуху. После того, как прошло 15-20 минут, меня должно было выкинуть на рабочий стол. Однако вместо этого Дек решил зависнуть с перевернутым курсором на черном экране. Супер круто, подумал я и стал ждать дальше. Ну а что поделать, прерывать установку и отключать Дек уже нельзя. Поэтому в такой ситуации ничего не трогаем и спокойно ждем чуда. А чудо в моем случае произошло через те же самые 15-20 минут, когда меня наконец выбило на рабочий стол для дальнейшей установки. На этом этапе вы должны выбрать один из 4 ярлыков на рабочем столе под названием Reimage Steam Deck. Но какого-то черта у меня перестали работать все кнопки, включая трекпад мышки. Я подумал, ну класс, веселуха продолжается. Но меня обрадовало, что хотя бы сенсорный экран все равно работал и спокойно реагировал на нажатие. Поэтому я решил продолжить установку, выбрав все пальцами. Нажал на ярлык, но ничего не произошло. Я повторил это еще несколько раз, но, как оказалось, зря. Steam Deck реагировал на все, просто медленно. Поэтому по итогу я открыл 10 окон с терминалом, и мне сначала пришлось закрывать все лишнее, пока не осталось одно. Затем я нажал кнопку Proceed и прошла дальнейшая установка системы. Загрузка кончилась, и мне показался стартовый экран настроек, который появляется при первом включении Steam Deck из коробки. Я подумал, ну наконец-то, это все, мои мучения закончились. Но я опять поторопился, потому как, пытаясь выбрать язык, я осознал, что все кнопки управления на деке до сих пор не работали, хотя давно уже должны были. Мне ничего не оставалось, как выбрать все настройки пальцами на сенсорном экране, подключиться к сети и получить сообщение об ошибке обновления. Далее я нажал настройки, и началась установка фиг пойми чего. Но, как я понимаю, это было обновление системы все же. Дек начал уходить в разные загрузочные экраны, а я уже начал уходить в какую-то безысходность, потому как меня уже достали все эти ошибки и глюки при установке системы. Но
делать было нечего, я ждал, когда наконец все закончится, и желательно хорошо. После того, как DEC показал мне загрузочный экран с квадратными символами, меня наконец опять в какой-то момент выбило в стартовый экран настроек. И, о чудо, в этот раз работали все кнопки. И вообще, все остальное, что должно работать, работало. Я наконец выдохнул, зашел в настройки, проверил, что у меня отображается мой терабайт памяти, зашел на рабочий стол, чтобы проверить работу трекпада, и наконец полностью и до конца закончил установку операционной системы. Ура! На самом деле этим видео я немного боюсь отпугнуть пользователей от идеи замены SSD на вашем Steam Deck. Да, это было запарно, но возможно только мне так повезло. У многих западных блогеров, которых я смотрел, не было таких проблем. После выбора загрузочной флешки и ярлыка Reimage Steam Deck у них появлялся стартовый экран и все работало хорошо. Тем не менее, раз такие подводные камни всплыли у меня, думаю, они могут всплыть еще много у кого. Я сделал эту инструкцию, чтобы вы не переживали лишний раз, если попадете в такую ситуацию. Это видео поможет вам разобраться в таких проблемах и все спокойно, правильно установить. Физическая замена SSD накопителя проходит за 10-15 минут спокойно и без проблем. Установка системы, если все идет без проблем, займет около 20-30 минут. Если у вас появятся такие же запары, как у меня, ну значит это еще где-то 40-50 минут вашего времени и нервов. Ну ладно, так-то по факту я вообще весь вечер на это потратил. Так или иначе, Steam Deck это невероятно крутая вещь. После замены SSD диска прошло чуть больше 2 недель и все работает прекрасно. Многие боятся брать SSD-шники, на которых написано энергопотребление 2,5 ампера. Мол, это слишком много для дека, но это не так. Такое потребление написано в максимальной нагрузке, до которой Steam Deck и сам не будет доводить ваш накопитель. Я выбрал VD SN530, потому как он находится на втором месте в списке SSD дисков, которые советуют официально. На первом месте находится Kioxia, но его не достать на AliExpress, а мне было удобно покупать именно оттуда. Это все самое важное, что я мог рассказать насчет замены SSD для вашего дека. Если вам понравилось это или было полезно, то не скупитесь на лайк, а если подпишитесь, будет вообще супер круто. Также я могу показать, как устанавливать сторонние игры на Steam Deck или покупать игры через турецкий аккаунт. Напишите в комментариях, если вам это интересно. Ну и в ближайшее время я начну делать личный обзор на этого красавца. Так что оставайтесь на связи. Всем пока!